В этом мастер-классе я покажу, как вязать вот такую салфетку для сервировки стола. Всем привет, мои дорогие, с вами Эд и добро пожаловать на мой канал. Эту салфетку я вязал крючком 4 мм и пряжей из 100% хлопка в 100 граммах 100 метров. Вы можете попробовать, например, пихорка, детский хлопок, ализе, белла батик или пряжа гавайи. Или, например, если ваша пряжа слишком тонкая, вы можете попробовать вязать в 2 нити. По завершении вязания все свои работы я всегда блокирую с крахмалом. Как я это делаю, я объясняю в видео, которые вы можете найти по ссылке в описании ниже. Если у вас нет большого опыта в вязании, то на моем канале вы можете найти плейлист под названием «Уроки вязания крючком», потренироваться, а уже потом приступать к этому или какому-то другому мастер-классу. А теперь давайте начинать. Для начала работы нам нужно сделать кольцо амигуруми. Для этого я беру нить, держу вот так 3 пальцами, здесь небольшой хвостик оставляю, оборачиваем нить вокруг 2 пальцев, здесь впереди вот так я скрещиваю и сзади придерживаю. Теперь вставляем крючок под первую нить, цепляем вторую нить, протягиваем ее, здесь вот так подкручиваем, у нас здесь образуется вот такая петля. И теперь мы крючком цепляем нить, вот эту дальнюю, которая у нас идет от клубка, вот так. У нас сейчас 2 петли на крючке, и мы их придерживаем вот так пальцем. А другие 2 пальца из кольца аккуратно вытаскиваем, чтобы у нас ничего не развалилось. И теперь придерживаем вот так это наше кольцо. И уже можем вот эту нить от клубка протянуть в нашу петлю. И вот так затягиваем. И вот получилось наше кольцо амигуруми. В это кольцо нам нужно провязать 12 столбиков с одним накидом и 1 воздушная петля между этими столбиками. Первый столбик мы заменяем 3 воздушными петлями подъема. Но здесь у нас уже есть вот такая 1 петля. Я сделаю еще 2. Раз и 2. И вот получился мой первый столбик с одним накидом. Теперь выполняю еще 1 воздушную петлю. Это уже будет как арка между столбиками. Накид, и в это кольцо провязываем столбик с одним накидом. 1 воздушная петля, накид, и в кольцо столбик с одним накидом. Опять 1 воздушная петля. И вот я здесь провязал уже 3 столбика с одним накидом и 1 воздушная петля. Всего я в это кольцо сейчас провяжу 12 столбиков и 1 воздушная петля между столбиками. Итак, я провязал здесь всего 12 столбиков с накидом и 1 воздушная петля между столбиками. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Также после последнего столбика я сделал 1 воздушную петлю. И теперь за вот этот хвостик мы тянем и замыкаем все столбики вместе. Вот так этого будет достаточно. И теперь этот хвостик я бросаю туда-назад сверху рабочей нити. И теперь в 3-ю воздушную петлю подъема соединяемся соединительной петлей. Все. И вот таким образом мы завершили первый ряд. Второй ряд. Я возвращаю тот кусочек сюда вперед, буду прокладывать над столбиками первого ряда и буду прятать под столбиками второго ряда. Сейчас выполняем 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. Накид. И сюда же, в этот же столбик, в эту же 3-ю воздушную петлю подъема предыдущего ряда выполняем еще 1 столбик с одним накидом. Вот так, то есть мы сделали здесь 2 столбика в 1 столбик. Теперь выполняем 1 воздушная петля, накид. Все арки одной петли мы будем пропускать, и уже в следующий столбик мы провязываем 2 столбика. Раз, накид, и сюда же еще 1 столбик. 1 воздушная петля. Арки мы пропускаем, и уже в следующий столбик мы также провязываем 2 столбика с одним накидом. Раз. И второй. И 1 воздушная петля разделения. Все, вяжем таким образом ряд до конца. По 2 столбика в каждый столбик и 1 воздушная петля разделения. Провязали ряд до конца, выполнили последнюю прибавку, 1 воздушную петлю, и теперь в 3-ю воздушную петлю подъема соединяемся соединительной петлей.
Третий ряд. 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. И в следующий столбик мы выполняем прибавку 2 столбика с одним накидом. Первый. И второй. Теперь одна воздушная петля. Вот эту арку одной петли мы пропускаем всегда. Перед нами идет 2 столбика. В первый мы выполняем 1 столбик, а во второй выполняем 2 столбика. Прибавка. Опять одна воздушная петля. И уже перед нами опять идет 2 столбика. Мы в первый провязываем 1 столбик, а во второй провязываем 2 столбика. И одна воздушная петля. Вяжем таким образом ряд до конца. Провязали третий ряд до конца, выполнили последний здесь столбик, прибавка, одна воздушная петля и соединились в третью воздушную петлю подъема просто соединительной петлей. Четвертый ряд. 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. Столбик с одним накидом в следующий столбик. А в крайний столбик, в третий, мы выполняем прибавку. 2 столбика в 1 столбик. Раз и второй. Вот так мы провязали 4 столбика всего. Одна воздушная петля у нас здесь идет разделение, накид. Перед нами идет здесь 3 столбика. Мы первые 2 провязываем одинарные по одному. Раз и в следующий также 1 столбик. А в крайний мы провязываем прибавку. 2 столбика. Раз и второй. Одна воздушная петля. И вяжем таким образом ряд до конца. И в конце соединяемся в третью воздушную петлю подъема просто соединительной петлей. Пятый ряд. 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. Столбик с одним накидом в каждый из следующих 2 столбиков. Первый и второй. То есть всего мы здесь провязали 3 одинарные столбика. И в самый последний столбик мы провязываем прибавку. 2 столбика. Раз и второй. Всего у нас получилось здесь 5 столбиков с одним накидом. Одна воздушная петля разделения у нас идет как обычно. И здесь у нас уже повторяется. Мы провязываем 3 столбика одинарные по одному столбику в каждый из вот этих первых 3 столбиков здесь. И в последний столбик мы выполняем прибавку из 2 столбиков с одним накидом. И одна воздушная петля разделения. Все, таким образом я провязываю ряд до конца. И еще точно так же я провяжу 6 и 7 ряд включительно. Везде по одному столбику у нас идет, и только в последний мы всегда делаем прибавку. И когда я провяжу уже 7 ряд, я вернусь. Итак, я провязал всего 7 рядов. Вот у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И в этом 7 ряду у меня получилось 5 столбиков одинарные, 1, 2, 3, 4, 5 и прибавка из 2 столбиков, то есть всего 7 столбиков. 8 ряд. Выполняем 1 воздушная петля подъема и сюда же в этот же первый столбик, в эту третью воздушную петлю подъема предыдущего ряда мы провязываем столбик без накида. Затем столбик без накида в каждый из следующих 6 столбиков, то есть здесь мы провязываем просто по одному столбику в каждый столбик. То есть получится у нас также здесь 7 столбиков, только они здесь у нас без накида. По одному столбику в каждый столбик. Вот так я провязал 7 столбиков без накида всего. И передо мной арка одной воздушной петли. В эту арку мы провязываем 2 столбика. Первый и второй.
Все, а здесь у нас уже опять повторяется. Мы провязываем по столбику в каждый столбик, то есть у нас здесь получается 7 столбиков. И только в арку одной воздушной петли мы провязываем 2 столбика. Я здесь уже потом довяжу. Вяжем таким образом ряд до конца, 2 столбика в каждую арку, а здесь просто по столбику. Провязали ряд до конца, выполнили последние 2 столбика без накида в последнюю арку. И теперь соединяемся с самым первым столбиком без накида соединительной петлей, но только за его вот эту переднюю половинку. Вот так снизу мы вставляем крючок за переднюю половинку и выполняем соединительную петлю. А вот ту заднюю половинку я сейчас отмечу маркером, просто чтобы ее не потерять для удобства. Но это делать не обязательно, вы можете просто запомнить, что есть это задняя половинка петли. 9 ряд. 1 воздушная петля. И в следующий столбик, только за его переднюю половинку, выполняем соединительную петлю. Опять 1 воздушная. В следующий столбик за переднюю половинку выполняем соединительную петлю. 1 воздушная, соединительная в следующий столбик, только за его переднюю половинку. И таким образом провязываем ряд до конца. 1 воздушная и соединительная за переднюю половинку петли следующего столбика. Провязали 9 ряд до конца. В самый последний столбик без накида предыдущего ряда я выполнил соединительную петлю. Здесь 1 воздушная петля по рисунку. И теперь я вытягиваю немножечко петлю и крючок вставляем в самый первый соединительный столбик сзади наперед. Цепляем нашу рабочую петлю и протягиваем ее назад. И теперь можно вот эту нить немножечко подтянуть. Все. И таким образом мы завершили 9 ряд. 10 ряд. Сейчас выполняем соединительную петлю в ту петлю заднюю, которую мы отметили маркером. То есть с самого первого столбика без накида 8 ряда, вот в заднюю его петлю. Выполняем соединительную. И теперь уже вот этот маркер можно снять, он мне не нужен. Выполняем 1 воздушная петля подъема. И сюда же, в эту же петлю заднюю, выполняем столбик без накида. Столбик без накида в следующий столбик, только за его заднюю петлю. Столбик без накида в следующий столбик, только за его заднюю петлю. И таким образом вяжем ряд до конца. Столбик без накида в каждый столбик, только за заднюю петлю. Провязали 10 ряд до конца. Я выполнил последний столбик без накида в последний столбик без накида 8 ряда. И теперь с самым первым столбиком мы просто соединяемся соединительной петлей. 11 ряд. Выполняем 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с 1 накидом. Еще 2 воздушные петли, как арка между столбиками. Накид. Следующий столбик пропускаем и в следующий столбик с 1 накидом. Вот мы сделали столбик с накидом, 2 петли. 1 столбик пропустили, опять столбик с накидом. 2 воздушные, 1 пропустили, в следующий столбик с накидом. Опять 2 воздушные. 1 пропустили и в следующий столбик с 1 накидом. И вяжем таким образом ряд до конца. Провязали 11 ряд до конца, выполнили последний столбик с накидом, 2 воздушные петли. Перед нами остался 1 последний столбик, мы его по рисунку пропускаем. И здесь я соединяюсь в 3-ю воздушную петлю подъема просто соединительной петлей. 12 ряд. Выполняем 1 воздушная петля подъема. И вокруг этого же первого столбика, этих 3 воздушных петель предыдущего ряда, провязываем пышный столбик с 3 накидами. Выполняем первый накид, вставляем крючок немножко назад, обхватываем вот этот первый столбик, цепляем петлю и вытягиваем ее немножко повыше, примерно на высоту столбика с 1 накидом. Второй накид, опять крючок немножко назад, обхватываем вот так столбик и вытягиваем петлю повыше. И 3-й накид, вставляем крючок вокруг столбика, цепляем петлю повыше.
И теперь вот это все дело, все эти наши навязки закрываем вместе. И вот мы провязали пышный столбик с 3 накидами. Теперь сразу же в следующую арку 2 воздушных петель мы провязываем 2 столбика без накида. Раз. И 2. И здесь у нас уже раппорт повторяется. Вокруг следующего столбика провязываем пышный столбик с 3 накидами. Первый накид, вокруг столбика, вот так, вытягиваем петлю повыше. Второй накид, вытягиваем петлю. Третий накид, вытягиваем петлю и закрываем все вместе. И в следующую арку 2 столбика без накида. Раз, 2. И таким образом вяжем ряд до конца. Вокруг столбика провязываем пышный столбик с 3 накидами. Делаем первый накид. Вытянули петлю повыше. Второй. Вытянули повыше. Третий. Вытянули повыше. Закрыли вместе. И в арку 2 столбика без накида. Вяжем таким образом ряд до конца. Провязали 12 ряд до конца, выполнили последние 2 столбика без накида в последнюю арку. И теперь с самым первым пышным столбиком мы просто соединяемся соединительной петлей. 13 ряд. 1 воздушная петля подъема. И сюда же, в этот пышный столбик, провязываем столбик без накида. 3 воздушные петли. Раз, 2, 3. Пропускаем вот эти столбики без накида и уже в следующий пышный столбик выполняем столбик без накида. 3 воздушные петли. Столбики без накида пропускаем и в следующий пышный столбик провязываем столбик без накида. И таким образом провязываем ряд до конца. 3 воздушные петли, столбик без накида в следующий пышный столбик. Провязали ряд до конца, выполнили последнюю арку 3 воздушных петель и с самым первым столбиком без накида просто соединились соединительной петлей. 14 ряд. Выполняем соединительную петлю сразу же в следующую арку. И в эту арку провязываем 3 столбика с 1 накидом. Первый столбик с 1 накидом мы заменяем 3 петлями подъема, накид и сюда же в эту же арку еще 2 столбика. С 1 накидом первый, накид и второй столбик сюда же. Провязали 3 столбика с 1 накидом. Теперь выполняем 1 воздушная петля и в следующую арку столбик без накида. 1 воздушная петля и в следующую арку 3 столбика с 1 накидом. Накид и в следующую арку провязываем. Раз, второй столбик и третий столбик с 1 накидом. 1 воздушная петля и в следующую арку столбик без накида. 1 воздушная петля и у нас опять повторяется 3 столбика с накидом, 1 без накида, 3 с накидом, 1 без накида. И здесь по 1 воздушной петле. Провязали 14 ряд до конца, выполнили последний столбик без накида, 1 воздушная петля и соединились в 3-ю воздушную петлю подъема соединительной петлей. 15 ряд. Соединительными петлями пробираемся в следующую арку 1 воздушной петли. Выполняю соединительную петлю в следующий столбик, в следующий столбик и в следующую арку 1 воздушной петли. 1 воздушная петля подъема и сюда же в эту же арку столбик без накида. 3 воздушные петли. Раз, 2, 3. Столбик без накида мы пропускаем и в арку следующую 1 воздушной петли выполняем столбик без накида. Опять 3 воздушные петли. Столбики мы вот эти все пропускаем и в следующую арку 1 петли столбик без накида. 3 воздушные петли.
В следующую арку одной воздушной петли столбик без накида. 3 воздушные петли. Столбик без накида в следующую арку одной воздушной петли. И таким образом провязываем ряд до конца. Выполняем 3 воздушные петли, и в каждую арку одной воздушной петли у нас идет столбик без накида. Вяжем таким образом ряд до конца. Провязали ряд до конца, выполнили последнюю арку 3 воздушных петель и с самым первым столбиком без накида соединились просто соединительной петлей. 16 ряд. Сразу же в следующую арку выполняем соединительную петлю. И в эту арку провязываем 6 столбиков с одним накидом. Первый столбик мы заменяем 3 петлями подъема. 1, 2, 3. Накид и еще 5 столбиков сюда же в эту же арку. 1, 2, 3, 4 и 5. Вот я провязал всего 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбиков с одним накидом. Теперь сразу же после этого последнего столбика в следующую арку выполняем столбик без накида. 3 воздушные петли. В следующую арку столбик без накида. Вот такой у нас будет раппорт. Сразу же в следующую арку вяжем 6 столбиков с одним накидом. Накид, в следующую арку столбик с накидом, первый, второй, третий, четвертый, пятый и 6 столбик с одним накидом. Сразу же в следующую арку столбик без накида, 3 воздушные петли, столбик без накида в следующую арку. И опять у нас повторяется, в следующую арку у нас идет 6 столбиков с одним накидом. Вяжем таким образом ряд до конца. Подхожу к завершению 16 ряда. Я выполнил последнюю арку 3 воздушных петель, столбик без накида. И завершаем мы вот так. Я немножечко вытягиваю петлю, крючок вставляем сзади наперед между первым и вторым столбиком. Вот здесь 3 петли подъема. Вот так вставляем крючок, цепляем нашу рабочую петлю и протягиваем ее назад. И немножко можно подтянуть нашу нить. Все. И таким образом мы завершили ряд. 17 ряд. Выполняем 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом, еще 1 воздушная петля, как арка между столбиками, накид, и вокруг следующего второго столбика провязываем рельефный изнаночный столбик с одним накидом. Сделал накид, вставляем крючок сзади наперед между первым столбиком, вот здесь воздушные петли подъема, и между вторым столбиком. Вот так вставляем крючок, хватаем этот столбик и его толкаем туда-назад. И здесь мы уже цепляем нить и провязываем как столбик с накидом. И он у нас таким захватом получается изнаночный. То есть вот у нас вот эта косичка вот так наперед выходит. Теперь выполняем опять 1 воздушная петля, накид, и вокруг следующего столбика также изнаночный столбик, крючок сзади наперед, хватаем этот столбик, толкаем его назад, здесь уже цепляем нить и провязываем как столбик с одним накидом. Он у нас получается изнаночный. 1 воздушная петля, уже вокруг следующего столбика также изнаночный столбик с одним накидом, 1 воздушная, вокруг следующего столбика изнаночный столбик. Вот так хватаем столбик, его назад толкаем и здесь уже цепляем нить и провязываем как столбик с накидом. 1 воздушная петля и последний 6 столбик с одним накидом изнаночный.
Вот так мы провязали 6 изнаночных столбиков с одним накидом. Теперь сразу же после вот этого 6-го столбика в следующую арку одной петли мы провязываем столбик без накида. И здесь у нас уже раппорт повторяется. Провязываем 6 столбиков изнаночной и 1 воздушная петля между этими столбиками. Накид. Вокруг следующего столбика с накидом вот так вставляем крючок, его хватаем, назад толкаем, цепляем нить и провязываем столбик с накидом, который получается изнаночный. 1 воздушная, накид и вокруг следующего столбик с одним накидом, рельефный, изнаночный, 1 воздушная. И так провязываем все 6 столбиков. Последний 6-й столбик, рельефный, изнаночный. И после него сразу же в следующую арку 3 петель выполняем столбик без накида. И у нас опять повторяется. Все, вяжем таким образом ряд до конца. Подошел к завершению ряда, выполнил последний столбик без накида. И теперь выполняю соединительную петлю в самую первую арку 1 воздушной петли. То есть вот сюда я прям вставляю между первыми 2 столбиками крючок и выполняю соединительную. 18-й ряд. Этот ряд у нас будет последний. Сейчас выполняем первый пышный столбик с 3 накидами. Я вытягиваю немножко петлю, делаю первый накид и в эту же арку вставляю крючок и вытягиваю петлю повыше, примерно на высоту столбика с 1 накидом. Сделал первый накид, не считая вот этой петли. 2-й накид, вытягиваю петлю. 3-й накид, вытягиваю петлю. Все петли вытягиваем повыше. И теперь вот это все дело мы вместе закрываем. Теперь выполняем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И в 3-ю петлю от крючка, вот она у нас, мы в нее выполняем столбик без накида. Вставляем крючок и провязываем столбик без накида. Теперь в следующую арку провязываем пышный столбик. 1-й накид, вытягиваем петлю повыше. 2-й накид, вытягиваем петлю. И 3-й. И теперь закрываем все вместе. 3 воздушные петли. И в 3-ю петлю от крючка провязываем столбик без накида. Пышный столбик в следующую арку. 1, вытянули петлю. 2, вытянули петлю. И 3, вытянули петлю. И закрываем все вместе. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Столбик без накида в 3-ю петлю от крючка. Пышный столбик в следующую арку. 1, вытянули. 2, вытянули. И 3, вытянули петлю. И закрыли все вместе. 3 воздушные. 1, 2, 3. Столбик без накида в 3-ю петлю от крючка. И в последнюю арку выполняем пышный столбик. 1, 2, 3. Закрыли все вместе. То есть здесь у нас всего получается 5 пышных столбиков и 4 вот таких пико. После последнего пышного столбика мы выполняем в следующий столбик без накида, который столбик без накида. Вот так. Все. И далее у нас уже раппорт повторяется. Мы в следующую арку вяжем пышный столбик. 1, 2, 3. Закрыли все вместе. 3 воздушные. 1, 2, 3. Столбик без накида в 3-ю петлю от крючка. Пышный столбик в следующую арку 1 петли. 1, 2, 3. Закрыли все вместе.
3 петли, 1, 2, 3, столбик без накида, пышный столбик, 1, 2, 3, закрыли все вместе, 3 петли, 1, 2, 3, столбик без накида, пышный столбик, 1, 2, 3, 1, 2, 3 воздушные, столбик без накида. И здесь у нас последний пышный столбик. 1, 2, 3. Закрыли все вместе. И после последнего пышного столбика мы в следующий столбик без накида соединяемся столбиком без накида. И у нас опять повторяется. То есть вот такой у нас будет раппорт. Вяжем таким образом ряд до конца. И в самом конце, в последнюю арку, мы выполним пышный столбик. Здесь у нас сразу будет столбик без накида. Соединимся соединительной петлей с первым пышным столбиком. И уже можно будет обрезать нить и спрятать ее, этот хвостик, за петлями, за столбиками. И теперь нам осталось нашу салфетку только заблокировать. Поставьте этому видео лайк, если оно вам понравилось. Если нашли для себя порцию вдохновения, мне будет очень приятно. Подпишитесь на мой канал, если вдруг вы еще не подписаны. И поставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные мастер-классы. А с вами был я, Эд. До скорого!